Всех приветствую на своем канале. Во вселенной Неуязвимого нет никого, кто был бы сильнее расы вильтрумитов. За свою историю они захватили множество планет и уничтожили сотни цивилизаций. Все это так, но вы когда-нибудь задумывались, кто же из вильтрумитов самый сильный? Сегодня я предлагаю это выяснить. Я представляю вам топ-10 самых сильнейших вильтрумитов, где на 10 месте будет самый слабый из них, а на первом сильнейший вильтрумит, с которым никто не сравнится. И я уверен, что вы удивитесь, поэтому давайте начнем. Что ж, и начнем мы с 10 места, на которое я поставил Тулу. И несмотря на 10 место, это один из самых сильных представителей своей расы. Один из немногих, кто выжил в гражданской войне вильтрумитов. Тула была отобрана императором как один из самых сильных бойцов для порабощения земли. Помимо кулаков, она использует кинжал, заплетенный в ее волосы. А также, что не свойственно вильтрумитам, применяет боевые искусства для победы над противником. После предательства Нолана, Тула была отправлена на землю, чтобы убить Омнимена. Однако в бою она показала себя как не самый сильный боец, едва справляясь с неуязвимым и абсолютно не способна противостоять Нолану. Несмотря на свое поражение, Тула все равно один из самых сильных вильтрумитов, и ее смерть была серьезной потерей для Империи. 9 место. Лукан. Это классический представитель вильтрумитской военной касты, строгий, целеустремленный и преданный до конца жизни. В нем не было той жестокости, что есть у Конквеста или Трега, но он все равно выполнял долг во имя Империи. В битве с неуязвимым Люкан всего лишь одним пальцем смог придавить Марка, но Омнимен оказался ему не под силу, и Лукан был разорван на части. Когда Нолан думал, что Лукан уже погиб, он все же собрал волю в кулак и нанес Омнимену решающий удар в спину, что в итоге позволило пленить Нолана и отправить в тюрьму вильтрумитов. Хотя Лукан сумел победить Нолана, но это была скорее случайность, а не проявление силы. Если бы Омнимен был внимательнее, все могло бы закончиться гораздо хуже. Ну а мы идем дальше, и на 8 месте у нас Аниса. Еще одна женская особь, помешанная на битвах. Аниса гораздо сильнее Тулы, и она смогла победить Марка практически не напрягаясь. В основном Аниса полагается на грубую силу, а ее излюбленный прием — это двойной удар ногами. Аниса была отправлена на землю как последний шанс для Марка, однако он отказался от ее предложения, и между ними началась битва. После победы над Марком Аниса посчитала, что этого слишком мало, и она, скажем так, заставила Марка вступить с ней в интимную близость с целью родить ребенка, а затем улетела в космос на неизвестную планету, где стала матерью. Хотя Аниса была воином Империи, но моральные чувства в ней все же остались, и она не стала выращивать ребенка в жестоких традициях вильтрумитов, а вместо этого учила его самозащите и подготовке к грядущим войнам. 7 место. Оливер, сын Нолана. Я знаю, что в сериале он выглядит как мелкий таракан, которого можно запросто победить, имея хоть немного силы. Однако Оливер является сыном Омнимена, а значит в нем есть королевская кровь. И это решающий момент для вильтрумитов, поскольку их сила основана на генетике. И чем ближе она к королевской семье, тем сильнее будет вильтрумит, а чем дальше, тем соответственно слабее. Когда Марк вернулся на Землю вместе с Оливером, Сесил пытался взять его под свой контроль. Однако ребенок оказался неуправляемый, поскольку его силы пробудились слишком рано, в отличие от его брата, который к 18 годам уже знал, что хорошо, а что плохо, и что просто так убивать никого нельзя. Именно Оливер был тем, кто распылил вирус на Земле, чтобы уничтожить вильтрумитов, даже несмотря на то, что это угрожает всему человечеству, поскольку их ДНК похожи. Оливер считает, что люди ничем не лучше вильтрумитов, и поэтому он это сделал. Хотя Оливер лишь наполовину вильтрумит, а на вторую половину какое-то насекомое, но все равно он очень сильный, и в будущем он еще раскроет свой потенциал. 6 место. Лорд Аргал. Легендарный правитель вильтрумитской империи, живший 1000 лет назад. И он был главой империи в эпоху ее рассвета, а его ДНК использованы для создания королевской семьи. Поэтому можно сказать, что это самый древний вильтрумит, с которого все началось. Данный персонаж не появляется напрямую в сериале или комиксе, но часто упоминается другими вильтрумитами в качестве божества или примера для подражания, а его смерть привела к началу гражданской войны, в то время как выжившие в ней стали сильнейшими воинами. Ну а на 5 месте у нас Тедус. Когда-то давно Тедус был частью Империи, и он прошел тот же путь, что и все вильтрумиты. Воспитание через боль, выживание через убийство и служение через подчинение. Тедус сражался и побеждал, но со временем он заметил, что Империя не несет никакого порядка, а напротив выкачивает ресурсы из захваченных планет, а затем их уничтожает. В отличие от своих собратьев, Тедус не подчинялся культу силы и не стремился к господству любой ценой. Он
решил, что пора покончить с тиранией вильтрумитов и создал коалицию сопротивления для борьбы с Империей. Когда же Империя рухнула, Тедус ненадолго взял ее контроль на себя, а затем передал Нолану как представителю королевской расы. Четвертое место – Conquest. И тут, пожалуй, нечего объяснять. Это сильнейший вильтрумит в Империи, которого боятся даже свои собратья. Внешность Конквеста говорит о том, что он прошел через много битв, а его возраст намного старше, чем у остальных вильтрумитов. Что довольно примечательно, ведь благодаря чистой генетике вильтрумиты не стареют, а их старение останавливается на каком-то определенном моменте. А это означает, что Конквест реально старый и скорее всего относится к представителям первых вильтрумитов. Но в любом случае Империя использует Конквеста в качестве своего самого мощного оружия, чтобы уничтожать даже самых сильных врагов, с которыми другие вильтрумиты просто не могут справиться. Когда же Конквест ослаб после заражения вирусом, он потерял свой глаз и правую руку, которые заменили на протез из неизвестного материала. В общем, Конквест один из самых сильных в Империи, и еще неизвестно, что было бы, если бы он столкнулся с Ноланом. Ну а тройку лидеров у нас открывает Трек, который был создан искусственно на основе ДНК Императора, что делает его сильнейшим представителем вильтрумитской расы, а также обладателем непомерного ЧСВ, из-за которого он не может мириться ни с каким поражением. Когда Трек стал верховным командующим Империи, из мирной расы он превратил ее в военную машину, уничтожающую миры. Под его командованием планеты стирались в пыль, а цивилизации уничтожались за неповиновение. И он искренне верил, что сила – это единственный путь к порядку, даже если это означало истребление миллиардов несогласных с его политикой. Когда же Омнимен предал Империю, Трек не стал воспринимать это как трагедию, а скорее как незначительную ошибку, которую нужно исправить. Поэтому он отправляет сильнейших бойцов, чтобы наказать Нолана. Однако никто не смог с ним справиться, кроме Лукана, конечно. Когда же Нолан был захвачен в плен, Трек лично спустился к неуязвимому. Хотя он презирал Марка за то, что он не является полноценным вильтрумитом, но Земля была слишком важна для Империи, и он приказал Марку продолжить дело отца и подготовить Землю для захвата. Хотя Трек является самый сильный из всех вильтрумитов, но все же его удалось победить, а это значит, что он не может быть на первом месте. Второе же место в нашем топе занимает Нолан, или же Омнимен. Это не просто вильтрумит, а буквально легенда своего народа. Дети Империи воспитываются на историях о подвигах Омнимена, а его сила не знает равных в галактике. Нолан был сильнейшим генералом из всех, но у него была одна особенность: он начал сомневаться в своей миссии. Когда его отправили на Землю для завоевания, Нолан встретил местную женщину, которую полюбил. Позже у них родился сын по имени Марк Грейсон, и это стало поворотным моментом для Нолана, потому что любовь к своей семье постепенно вытесняла верность Империи, и жестокая битва с Марком окончательно поставила в этом точку. По протоколу Нолан должен был убить Марка, чтобы он не мешал выполнению миссии. Однако Нолан пытался переубедить его стать на свою сторону. Нолан считает, что жизни землян не важны, ведь они живут от силы 80 лет, и это ничто по сравнению с вечностью вильтрумитов. Однако Марк все равно его не слушает. Не желая смерти сына, Нолан улетает на планету жуков, где спасает их от уничтожения. Даже несмотря на то, что местные жители живут в течение года, что даже гораздо меньше, чем у землян. На этой планете Нолан понял, что даже жизни жуков могут быть важны. И осознав свои преступления и преступления своего народа, Нолан решает, что ему пора умереть через казнь в тюрьме. Однако Алан переубеждает его сражаться, и в конечном итоге Нолан становится сильнейшим воином. Ну а на первом месте у нас, кто бы сомневался, Марк Грейсон. Я знаю, что это спорный вариант, и я не буду на нем настаивать. Однако существует одна теория, что с каждым годом Марк становится все сильнее, и впоследствии он должен будет превзойти всех остальных вильтрумитов. Однако когда это случится, совершенно никто не знает. В отличие от своего брата Оливера, Марк получил силы довольно-таки поздно, и триггером этого стала драка с хулиганом в школе, который приставал к Эмбер, и Марк ее защитил. На следующий день Марк сумел забросить мусорный пакет в космос, а школьный хулиган больше не мог причинить ему вред. В дальнейшем Марк прошел через множество битв и спасал своих друзей от гибели. И с каждым разом, находясь на волоске от смерти, его сила увеличивалась. И этот момент особенно подчеркивается в сериале. Возможно, злые Марки были такие слабые, потому что они никого не спасали, а лишь уничтожали слабых, что не делало их сильнее. Именно поэтому Марк имеет потенциал стать сильнейшим вильтрумитом. И наверное так и будет. Что ж, ну а вы пишите в комментариях, согласны ли вы с этим топом. И
кого бы вы туда добавили. Что ж, ну а на этом мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока.